Друзья, мы находимся в салоне автомобиля Cherry Tiggo 7, и владельцев данного аппарата всех беспокоит стук передней подвески. Это вообще какая-то у них болячка детская с завода, и которую никто не хочет решать. Ни дилер, ни производитель. И вот сейчас, если будет слышно, я выйду на гребенку. Давайте послушаем. Ну, было слышно, я думаю. В общем, это видео больше для владельцев данного аппарата, так как я на форуме уже писал, что я разбирал стойку, там нечему стучать, ходит такая байка, что это якобы стойка. Но и разобрав ее, убедившись, я ничего там не нашел критичного, не знаю, если это единственное, там насторожили, это стойки стабилизатора, они очень слабые. Я вот сейчас при вас хочу поменять их, если вообще они подойдут, потому что на эту машину с запчастями вообще тяжело подобрать что-то, ни каталогов, ничего еще нету, в общем. В прошлый раз, когда я разбирал автомобиль, я замерил, значит, межосевое расстояние, оно равно 285, я мерил только с правой стороны. Но я сделал ошибку и не померил угол. То есть здесь угол 180, и мне пришлось брать два варианта, так как сегодня 31 число, я хотел бы 31 числа уже закрыть эту тему, проверить, будет оно стучать или не будет. Так что мне пришлось брать два варианта. Это Cortex. У них угол 180 градусов. Вот, значит, они подходят на Toyota RAV4 и, по-моему, на Cherry Tiggo 3 они тоже ставятся. Там, ну и на много, в общем. Тиг, видимо, на все Тиги оно ставится. И пришлось взять GMB стойки стабилизатора с углом 160 градусов и минус 160 градусов. Эти линки, они идут правая и левая. Сейчас я при вас сниму стойку. Мы посмотрим, есть ли нет там люфты. Смажем за одним еще суппорт, направляющие. Ну и посмотрим. Итак, для начала давайте осмотрим суппорт. Вот с левой стороны люфт минимальный. Но, друзья, это стучат не суппорта, по-любому не суппорта, потому что здесь у меня заезжала недавно Honda CR-V, достаточно новая. Я посмотрел, у них люфт суппортов еще больше, но тем не менее подвеска не гремит. Осматриваем стойку, никаких подтеков. Ничего нет. Если были бы подтеки, то масляные, все равно замасленная грязь бы осталась здесь на стоечке. Но сейчас мы с вами все детально разберем. Вот она, стойка стабилизатора. И мне что-то кажется, что она 180 градусов. Но сейчас надо ее будет сдемонтировать и сравнить с нашими стоечками. Кстати, вот так вот выглядит защита от компании Шериф. Я заказывал в Санкт-Петербурге. Вот это левая сторона. В общем, кому надо, устанавливайте Cherry Tiggo 4 и 7. Разницы нет, защита одинаковая. Вот видите, здесь написано Cherry Tiggo 4. Стабилизатора оказывается 180 градусов, с кузова Т11. В прошлый раз я не нашел маркировку, а, пожалуйста, нынче вот снял и нашел маркировку. Если вам будет видно, давайте продиктую. Т11 2906 030 БУ. Поэтому будем ставить линки Cortex. Вот эти вот. Это получается стойки стабилизатора с Toyota RAV4.
Но перед этим давайте все-таки снимем стойку, посмотрим, что же там за такая неисправность, и смажем направляющие суппорта. Болты крепления стойки к кулаку поворотному очень тяжело откручивать, так как они собраны на фиксатор резьбы, на красный причем. Так, суппорт снят. Сразу скажу, что в направляющих смазка присутствует, но я все равно добавлю. Буду использовать специальную смазку ТРВ для направляющих. Обычную смазку сюда толкать не надо. Вот она направляющая, как видно, смазка присутствует. Вот смазка, которую буду добавлять. Некоторые люди думают, что если как следует смазать направляющие суппорта, то вы не сможете нормально оттормозиться, якобы здесь создаться сдавление, и вы не сможете оттормозиться. Но, как вы видите, вот я смазал, и направляющие ходят от руки. Уж тем более таким поршнем, наверное, они продавятся, не так ли? Забыл сказать про люфт стойки стабилизатора. С левой стороны он не такой критичный. Здесь еще линки более-менее живая. Но с правой стороны она намного расхлябаннее. И стук у меня, друзья, именно больше выражается с правой стороны. Я очень сильно надеюсь, что замена стоек стабилизатора поможет. Так как я разбирал стойки и, блин, ну ничего я там не нашел. Вот он, болт со стойки, как я и говорил, он был засажен на красный герметик. Очень тяжело откручиваются. Сверху нам нужно будет открутить 3 гайки. Для этого здесь в жабо нужно будет снять вот эту заглушку. Она легко, в принципе, снимается. А там говнецо. Надо будет почистить. Ну вот она, наша стоечка. На опоре стоит ориентация, стрелочка вперед. Если будете собирать, не забывайте об этом. Сейчас мы ее раскидаем, и я вам покажу, что здесь ничего, никаких люфтов, ничего нет. На штоке амортизатора находится вот такой вот колпачок. Китайцы позаботились о вас, чтобы резьба не закисала. Открутили гайку, сжали пружины и начинаем снимать. Одной рукой получится, нет? Как-то хреново. Оп. Снимаем опору. Резинка осталась у нас. Снимаем пружину. Вот он, наш амортизатор. Снимаем отбойник и пыльник. Пыльник здесь у нас внизу защелкивается. Ну вот, в принципе, все и разобрано. Стойка, как я и говорю, исправна. Вот я ее пытаюсь сжать с трудом. Она сама уходит на место. Хотел еще показать, что вот таких люфтов нет, так как все пишут с Украины, там человек пишет, что якобы здесь внутри разбивается втулка и появляется люфт. Так вот, пробую, никаких люфтов. Ничего, не так, люфтов нет. Сейчас разберу опорник, смажу дополнительно подшипник и буду собирать обратно. Делал исключительно это для вас, чтобы вы увидели, что в принципе в стойке вообще неисправности никакой нету. Китайцы, смотрите, молодцы. Под пружиной, что снизу, что сверху, лежит резиновая проставка, чтобы все эта конструкция сильно не шумела. Но почему-то она гремит. Опорный подшипник здесь стоит СКФ. Не знаю, будет вам видно или нет. Вот они, надписи СКФ.
Вот номер BDA 1106AD, который нигде не бьется. Я пробовал пробивать, ничего подобного в каталогах у меня не выскакивало. В общем-то написано Чина. Но, друзья, если вы на свой фокус, например, будете брать подшипники SKF, то они точно будут такие же сделаны в Китае. Все производственные мощности сейчас находятся в Китае. Подшипник разбирается легко, поддеваете отверткой, он выщелкивается. Здесь, как вы видите, присутствует смазка. Нужно достать вот это кольцо, но повнимательнее, чтобы шарики не вышли. И сейчас мы все это дело еще дополнительно намажем. Так, опорник готов. Стучать он не может. Единственная его неисправность может быть, это скрип при повороте руля. Скрежет или еще что-то там. Стучать он не может. Здесь большой подшипник стоит, не маленький, который может расхлябаться на штоке и начинать долбить. На штоке амортизатора есть вот такая штука. Не знаю для чего она, возможно для выхода воздуха, но вряд ли, в принципе, из-под пыльника воздух и так, мне кажется, выйдет. Еще слышал такую версию, что это стучит полиуретановый пыльник с отбойником. Полиуретановый отбойник, вернее, пластиковый пыльник. Но, повторю, история такая, что стук начинает прогрессировать, и он с самого начала, и он прогрессирует. Если бы это стучал этот пыльник или отбойник, то прогрессии бы не было никакой, он бы как стучал одинаково, так бы и всегда и стучал. У меня на данный момент пробег 25 тысяч километров на этом автомобиле, так что думайте, сейчас увидим, будет ли результат или нет. После процедуры установки суппорта не забывайте нажать несколько раз на педаль тормоза перед выездом, так как вот видите, поршень он отжат от колодки. И то есть если какая-то преграда будет, вам нужно будет оттормозиться, вы просто с первого раза не оттормозитесь. Перед установкой новых линек я обязательно добавляю смазки. Итак, друзья, я все собрал, значит, сейчас еще хочу дополнительно распустить тягу поперечной устойчивости, автомобиль шатнуть и протянуть это все по новой. Говорят, что и такие вещи бывают, помогают. Так как, возможно, не знаю, конечно, как на конвейере было собрано, то есть подвеска была опущена и все протянуто, так неправильно. Нужно на стоячем автомобиле прошатать ее и протянуть все эти резиновые соединения. Итак, я распустил подвеску, не подвеску, а вот эти втулки стабилизатора. Автомобиль сейчас покачал и протяну 4 болта на 13. Ну что, все готово, осталось проверить результат. Что могу сказать? Все-таки вот эти шлепки какие-то, они остались. Стук, он намного тише стал, вот именно шлепки какие-то. И возможно, что это на самом деле гремят вот эти вот пыльники. Потому что есть там такое дело, что при хождении он цепляется и у него есть люфт. Возможно, это они хлопают. Ну, не факт, конечно, не знаю. Но полностью шум не ушел. Не знаю, что это. Если это стойкий, конструктивный какой-то косяк, то я вам все показал. Никакой визуальной неисправности. То есть люфтов в ней нет, она четко держит. Все нормально, опорники новые. Как бы, ну я говорю, как бы стук, он стал намного тише, глуше. Сейчас я попробую по ямам где-то поехать и послушаем. Итак, друзья, сейчас я вот заеду в переулок и будем смотреть. Здесь у нас вот ямы. Блин, ну они хреновые, конечно. Сейчас вот там должно быть похуже. Зима все-таки отремонтировала дороги. Так,
Вот здесь вот летом вообще хреновая дорога была. Не знаю, где найти бы эту гребенку. Ну вот специально я не сбавляю скорость. Собака, отходи. Как бы есть какой-то глухой вообще звук, но такого брикотня, она ушла куда-то, ушла. Все-таки я думаю, это линьки там делали свое дело, хоть они и без люфтов, но звук-то тише стал, ребята. Вот здесь вот тоже ямы. Ну меньше, намного стало меньше. Вот сейчас вот нырнул, было. На полицейских вообще не стало брека. Давайте вот туда попробуем. Вот у нас тут. Ну такие, не сказать, что гребенка. Вот здесь вот как-то похуже. Да не бойся, Кашкай. Ну тут уже лес. Вот здесь, возможно, будет нечто подобное. Вот. Есть какой-то как бы глуховатый. Но такого жесткого не стало. Итак, друзья, ну вы все видели сами, собственными глазами. Мне 6 числа надо ехать к дилеру. С этой проблемой я даже и не знаю. Сейчас стук не такой явный. Не знаю, в общем, что делать. Ну, на форуме один человек написал, что ему якобы поставили модернизированные какие-то стойки. Но я звонил официальному дилеру в Челябинск, в Екатеринбург, ни одному. Ни про какие они модернизированные стойки, к сожалению, не знают. Ну и как вы видели, в самих-то стойках я не вижу вообще проблемы. Что там может стучать? Это нифига не стойки, ребята. Это что-то где-то. В общем, давайте будем разбираться. И до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пока. Левая сторона вообще тишина. Я говорю, похоже, это линьки все-таки были. Там сзади коробка у меня еще брякает, но это в багажнике. Если у вас такая же машина, вы по-любому знаете, как она брякает. Вот вы по таким дорогам едете. Я как бы не еду аккуратно. Ну вот и все.